Всем привет! Собрал одно из первых видео о токарном станке. Некоторые фрагменты уже были выложены, ну а теперь будет полная версия. Предыдущий хозяин станка немного наколхозил шестернями из-за несоответствия расстояний по осям между гитарой ТВ-4 и передней бабкой ТВ-7М. Но я в свою очередь не увидел другого выхода, кроме как колхозить дальше. Первые работы на станке сопровождались большим количеством проблем, недостатком оснастки и недостатком умения. Станок в буквальном смысле поливал меня маслом при превышении определенного количества оборотов. Спасался лишь несколькими слоями одежды и перчаток. Большого смысла искать гитару от ТВ-7М я не увидел, так как шестерни эти редкие, а для нарезания нестандартных шагов пришлось бы изобретать свои. В итоге был куплен напечатанный на 3D принтере комплект всевозможных шестерен для гитары ТВ-4 и началась переделка этого станка под работу с гитарой. Точим вот такую вот заглушку, в которой впоследствии будет сальник. Немножко нестандартным образом. Зафиксировал деталь. Она подходит и над станиной, и над суппортом. Благо высота центра здесь как у ТВ-7, что соответственно больше на 20 миллиметров того, что имеется на ТВ-4 и на ТВ-6. Смысл в том, что я хочу заменить вот эту стандартную деталь большой длинной пластиной, чтобы в будущем вместо вот этой вот самодельной переходной пластины, которая крепится прямо наверх шестеренкой, поставить примерно такую же шестеренку, только чуть побольше, и зафиксировать ее можно было прямо на пластине, вот, которая будет располагаться вот здесь, чтобы получить плоскость шестерни. Сейчас она получается вот здесь на пояске находится и еще на высоте. У меня будет плоскость ниже, чем базовая стандартная для шестерен гитары, что даст возможность в будущем на такую шестерню, которая потом будет заменена, одевать стандартные шестерни, так называемые Z1 сменной гитары ТВ-4. Вот одна из таких шестерен, это 42 зуба, напечатанная на 3D принтере. Начинаю я вот с такой пластины толщиной 10 мм. Моя задача сделать проточку под переходник круглый, он у меня уже есть для сальника, и отфрезеровать вот эту вот плоскость. Точил я под вот такой вставыш. Этот вставыш уже подогнан, он вставляется вовнутрь сюда. Тут с натягом даже будет небольшим. Скорее всего, на горячую я его ставлю. Надо будет только чуть-чуть подкорректировать канавку. Немножко не рассчитал. И внутрь вот сюда пойдет сальник. Вот под такой сальник все рассчитано. Диаметр 20, внешний 30 и толщина 7 миллиметров. Сейчас будет видно, как я его установил. Использовал вот такую вот фрезу. Она не зажималась, как вы видите. Там было расстояние. Дальше. Самое интересное. Чтобы быть примерно в нужном месте, у меня, если
обратить внимание, кулачки смещены. Вот то, что у меня получилось. Сейчас буду смотреть, думать, что с этим делать дальше. К этому времени у меня уже было готовое фрезерное приспособление, но не было большого и крепкого резца. Исправляем. А заодно изучаю принципы фрезеровки и понимаю, насколько люфтят все мои соединения в суппорте. Подходящих болванок для изготовления шестерен у меня не нашлось. Пришлось экспериментировать с отливкой. И здесь снова решил проверить один из способов, о котором говорил Евгений из канала Мехамозг. Отливка в кинетический песок. Не с первого раза, но все же удалось. Самым главным косяком здесь все же был выбор неподходящего металла. Хотелось мягкий алюминий, а получилась хрупкая дюраль. Дело было около года назад. Я как раз изобретал способ, как можно сделать шестеренку в домашних условиях. Как в этот момент на канале Мехамозг появилось быстро набравшее популярность видео про нарезку шестерен без делительной головки. И недолго думая, я решил развить этот способ и применить его к своим возможностям. Помимо фрезерной приставки, о которой было отдельное видео, пришлось изобрести и изготовить еще целую кучу всяческой мелочевки для крепления самой детали и базирования относительно отметок. Получилось что-то в виде миниатюрной УДГ, только без червячного механизма, с прямым выставлением зубьев. Заканчиваю точить втулку. Нужно увидеть там отверстие сквозное почти. Через всю втулку пойдет. Заготовку шестерни планирую насадить вот на этот поясок на горячую. Точу вот такой пластинкой, еще советской. А вот и готовый вид отфрезерованного резца. Как написали в одном из комментариев, все на глаз. То что сейчас будем визуально проверять, нет ли сильных косяков.
выставился по готовой шестеренке. Два зуба. Подогнал резец, протянул все крепления. Лимбы продольно поперечно ставят намертво. Затянуты все сухарики. Здесь. Потянута поперечка. Все, буду менять шестеренку на болванку и пробовать. Глубина тоже установлена по готовому зубу. Сейчас почищу, обработаю. И, в общем-то, все. Для сравнения, штатная звездочка, которая здесь стояла. Ну, вообще крутится без проблем. Ну вот он, в общем-то, слегка недоработанный комплект.
шестерен, сделанные для ТВ-7М. На том же самом школьном токарном станке ТВ-7М. Со слегка удлиненной станиной, фрезерным приспособлением и специальной насадкой вместо тисков для нарезания зубьев. Вот такой резец сделал. Резьбовой. Из цельной металлической пластины РУ-17. Нарезал им резьбу, гайки. Это будет прижим для сменных шестеренок. Резьба так себе, но супер качество там и не нужно. Там будет гаечка. Вот эту шестерню. Здесь еще нужно шпонпаз доделать. Грыз я его мелкими фрезами. Но УАЗовская полуось ничем не берется. Сверлится пару раз. Потом сверло тупится, а фреза уже совсем поверхностно берет.
Вот такое отверстие. Эта штука идет сюда. Это у нас эксцентрик. В дальнейшем здесь будет сверлиться отверстие, вот уже намечено. Резается резьба, а здесь отверстие в разных точках, либо продолговато. Еще пока не придумал. Вот такую вот штуку наварил ради одной лишь операции. Ну, в моем случае хочется надеяться, что она будет одна, что не придется вот переделывать ту пластину. Как оказалось, дюраль слишком хрупкий металл. По крайней мере, видимо, чистый дюраль для таких вот экспериментов. Поломались они даже при нагрузке. Еще на этапе проб. Вот такие дела. Предвидя будущие вопросы, расскажу, что несмотря на поломку зубьев одной из шестерен, вторая успешно работает в паре с пластиковой шестерней уже в районе года. Даже с парой поломанных зубьев ничего критичного не происходит, и менять эту шестерню я пока не стал. Вот такое получилось видео. Всем, кто отважился досмотреть это видео до конца, большой респект. И огромное спасибо за просмотр. До скорых встреч. До свидания.